Здравствуйте! Проблемы у тебя начались задолго до войны. У тебя через месяц не будет работы. Как нужно квартиру приготовить к обыску? Ура! И ты так вот сидишь. Ну, я хотя бы про нее рассказываю, Юр. Я хотя бы не скрываю, блин. Такое бывает? Че, лона природы? Ну да, видишь, у нее прям летят стороны. А че она не... Ого! А выглядит как ирокез просто, да, такой? Как твой, да, твоя прическа в каких-то Ну да. лучших выпусках, видимо. Ну не в этом, да. Слушай, а Берлин это же как раз такое место, где вот эта вот природа сочетается с городом очень классно. Да. Это именно оно. И ощущение какого-то, не знаю, детства, что ли. Или Тушино? Тушино, да. Почему ты сказал Тушино? Ну, потому что это твой родной район. Это мой район. Да. Слушай, это была моя первая мысль, когда мы сейчас вернулись сюда, в Берлин. Это очень похоже на детство. То есть при том, что я давно не жила в Северном Тушино, понятное дело, но осталось какое-то это впечатление, да, какое-то из прошлого, какое-то такое безоблачное, аккуратное такое. И я когда ехала из аэропорта, я смотрю на все на это вокруг, и смотрю на эти листья, и ощущение почему-то Тушино. При том, что это как бы вообще не похоже, если смотреть на там, архитектуру, еще что-то, но вот именно какое-то, да. А знаешь, что мне еще в Тушино интересовало всегда? Что в Тушино есть одна улица с очень интересным названием. Улица Свободы, может быть? Да, а я жила на улице Героев-Панфиловцев. Она была параллельно, да, улице Свободы. Хорошая улица. Там рядом как раз Алешкинский парк, а за ней Москва-река, а там речной вокзал. Я москвичка. На Ютубе нет недостатка в интервью тех, кто уехал после начала полномасштабной войны, но у тебя, мне кажется, особенный случай. Ты одна из немногих, а может быть единственная актриса, известная актриса нового поколения, которая не смогла жить в России и уехала. При этом русскость всегда была частью твоего образа, и со стороны кажется то, что отказаться от российского рынка для тебя это, в общем, карьерная харакири. Но несмотря на это, ты уехала. Поэтому мы наблюдаем за тобой вот эти месяцы и хотим понять, как это произошло. При этом сразу спойлер, мы практически не говорим про какие-то политические тонкости, вот, про геополитику, перспективы России и все остальное. Хочется поговорить с тобой с человеческой точки зрения. Хочется разобраться. Попробуем? Давай попробуем. ¿Qué me sorprendió mucho? El miércoles, Barcelona tiene el partido contra Almería. Con muchos problemas ganó. Y el jueves, el día próximo, juega en Dallas, en Estados Unidos, contra América de México. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque es el partido comercial y pueden ganar 5 millones de euros. Pero entiendes que es imposible en fútbol profesional cuando tu equipo tiene que jugar el partido en... 48 horas. No, 48, creo 30 horas. Y durante estas 30 horas hay el vuelo de 10 o 11 horas. Claro. Y en la página web de deporte más grande en Rusia, ahora mismo hay muchos comentarios que Barça ahora es de este tipo de padres que tienen que trabajar en dos lugares diferentes. Dos lugares. Qué comparación. Para dar de comer a todos, ¿no? Sí, y es tan raro. Pues imagínate, si un equipo como el Barça tiene este problema, ¿qué puede pasar con otros equipos más pequeños de España y de Europa? Verdad. Es el problema.
Мне в испанском, хотя не только в испанском, еще нужно прибавлять. Но вы, если придете учиться в языковую школу Фрида и не будете прогуливать, то очень быстро заговорите гораздо лучше меня. Поступление в языковую школу — один из самых доступных способов переехать в Европу. Если вы выберете суперинтенсивный курс обучения испанского языка во Фрида, то сможете получить студенческую визу, которая позволит жить, учиться и даже подрабатывать на территории Испании. Подать документы на такую визу можно и из испанского консульства в вашей стране, в России, Беларуси, Казахстане, Израиле и других, и непосредственно из Испании. А продлить визу можно тоже здесь, не выезжая из Испании. Со всеми юридическими вопросами готовы помочь менеджеры школы. Если у вас нет времени на суперинтенсив, во Фрида есть большой выбор гибких курсов по 2-3 занятия в неделю. Это отличный формат, если вы уже находитесь в Испании и хотите учить язык, чтобы быстрее здесь адаптироваться. Индивидуальные занятия тоже есть. Все школы Фрида аккредитованы институтом Сервантеса. Все преподаватели — носители языка. Поступать на курсы можно с любым уровнем языка. И нулевым, и продвинутым. Во Фрида преподают испанский и каталанский от А1 до С2. Возраст студентов от 18 лет и дальше без ограничений. Вся информация о том, как можно оказаться в школе Фрида и выучить язык, на котором говорят сотни миллионов людей по всему миру, по ссылке в описании. Переходим туда. Vamos! Мы сейчас стопились, Да. и была произнесена фамилия Любецкий. Да. Ну, поскольку здесь камера присутствует, и почему бы кого-то так не назвать. И ты нас удивила. Да, я могу удивлять, да. У меня с Эммануилом есть переписка в Инстаграме. С Любецкий. Да. С одним из главных операторов Топовым оператором, мира. одним из моих любимых. Когда мы учились на курсе в театральном институте МХАТ, нас было много человек, и все мы были откуда кто там. Кто-то был из Сталина, кто-то был из Молдовы, кто-то там из Питера, Нижний Новгород, в общем. И у моего мастера Виктора Рыжакова была такая мысль, как было бы круто съездить со спектаклем в каждый город, откуда вот есть его студенты. И у нас была девочка, моя однокурсница, одна из любимых вообще актрис Джордан Фрай. Она сейчас снова живет в Америке, она туда вернулась. И вот как бы она американка. И, конечно, была мысль поехать в Америку. И вот когда начались уже такие серьезные, значит, разговоры на курсе, что да, Америка, все, едем в Нью-Йорк, там Барышников центр, там, ну, как бы у нас еще был Казимир Лиский на курсе преподавал, и он там уже был, он был знаком, то есть как бы все звучало как какая-то реальность. Я думаю, так, ну я верю, значит, в силу Инстаграма, и я вообще такая как бы открытая, такая общительная, и я не стесняюсь писать Никому. никому, да, правильно, никому. И я написала Эммануилу Любецки сообщение в Инстаграме о том, что «Здрасте, я такая-то, такая-то, я актриса, студентка такого-то курса. Вот мы с курсом, возможно, приедем в Нью-Йорк, у меня есть мечта, чтобы вы меня сфотографировали. И вообще там, типа, приходите к нам на спектакль или всякое такое». И он долго не отвечал. Не отвечал, а я продолжала настойчиво ему, так, знаешь, иногда, ну, маякнуть, там, типа, поздравить с Новым годом, поздравить с днем рождения. А потом в какой-то момент в Инстаграме появилась функция, когда видишь, что прочитано. И что-то я сидела, снова написала что-то, потому что я выпила, и я ему написала такая, типа, что ты молчишь, там, я же тебе написала. Да? Серьезно. И, значит, смотрю, прочитано. И я такая потеряла вообще любую, как бы, это, значит, любое стеснение. И я ему пишу, ну ты же прочитал, почему ты молчишь? И спустя какое-то время мне выкатывается такое огромное сообщение, типа, здравствуйте, ой, типа, извините, я не знал, я могу прочитать, ну, в общем, далеко. Ну, типа, настолько что, не надо тайной ну, типа, да, переписки, что, да. типа, здрасте, очень приятно вас услышать, ля-ля, если будете, конечно, пишите. Но мы просто не доехали до Нью-Йорка. Ага. И потом, когда мы были в Америке уже по другим тоже личным там делам, он в это время был в Мексике. Но мы все это время с ним как бы в переписке, что я говорю, я сейчас вот здесь вот, я вот здесь вот. Я посылала ему сериал «Чики» с субтитрами. Он смотрел, нет? Ну, сказал, что да, сказал типа great work, но как бы кто знает. Мне кажется тоже, почему он начал мне отвечать, потому что он подписан на двух моих фотографов-друзей, уже скорее операторов, и я часто мелькала у них в ленте,
и он лайкал фотографии со мной. Я решила, что ну раз ты, наверное, меня, ну как-то уже, может быть, запомнил, я уже... В атаку. Я уже как будто бы, да, типа мы знакомы, ты мне ответишь. Вот. И недавно, собственно, вчера он лайкнул мой рил, я такая, нифига, прикол. Ну, это прям ода настойчивости сейчас прозвучало. А ты знаешь, это, видимо, это мой характер, у меня так все происходит в жизни. Ты ностальгируешь? Ну, ты знаешь, скорее нет, чем да. Но когда я сейчас была на спектакле у Марины Давыдовой, там играла Чулпан Хаматова, и в конце такой пронзительный получасовой монолог у Чулпан, где ее героиня, это Марина, она вспоминает вот эти свои родные улочки, где она жила. И я вдруг стала параллельно вспоминать те улочки, где я жила. Это была не только Тушная, я вспоминала разные какие-то, там, школу-студию МХАТ, там, где мы жили последние наши квартиры на проспекте Мира. Не могу пока определиться с тем, что это за эмоция. То есть это как бы еще и не слеза, но при этом это как бы и не такая, знаешь, такая светлая грусть. Нет, это что-то вот пока еще очень неопределенное. Я не знаю, что это такое. То есть мне как кажется, как это должно произойти. Ты должна сесть, там, открыть какой-то архив, я не знаю, старых фотографий, там, да, или просто каких-то там воспоминаний, и вот начать, значит, об этом думать. Ну, прям посвятить этому время. А у тебя его нет? А у меня его нет. Какая польза в грудных детях бывает, а? Очень, да, всем советую. Это на самом деле спасение. Может быть, я бы и хотела посидеть и погрустить, но просто не получается пока. Дети лучшее лекарство от грусти. В моем случае, да. Я не знаю, как у других. У меня так. Галюся. Бомбера? Конечно, можно. Конечно, я волнуюсь. Вчера, когда все уже спали, Я говорил с Федей. да, Даня говорил с братом по телефону, Корней уже спал, Лука спал, все спали. На меня вообще напала какая-то... Хандра. Да не хандра, просто какая-то истерика, просто паника, а не хандра. Просто какой-то леденящий ужас. Это чего? Ну, Это сегодняшнего дня? ну да, вообще из-за школы. Короче, я поняла, что я вчера плакала из-за себя. То есть я вообще реально не переживаю за Корнея, потому что он супер коммуникативный, добрый. Он ходил здесь в немецкий детский садик. Конечно, у всех первоклассников подарки. А я за себя переживаю. Потому что я сходила на родительское собрание. Я что? С тобой что? Ну, типа, я не знаю языка вообще. Я не смогу сейчас ему ничего перевести. Не смогу сама ничего понять, что нам будет говорить директор школы. Меня это очень сильно... В общем, когда ты что-то не знаешь, это ужасно. Давай, до встречи. Туда. Жесть, надо познакомиться с родителями, мне кажется. И мы сказали Корней, тебя никто не вызовет к доске. Корней говорит, со мной говорили больше всех, и больше всех вызвали к доске. Ну что, поехали праздновать? Сказать то, что мы хотели? Да, можно сказать. А в игру автомата не хочешь? Давайте, пожалуйста, пожалуйста, мам, пожалуйста, пожалуйста. Ты рад? Да, я, пожалуйста, мам, Ну пожалуйста. идем, значит. Я прошу. Окей. Тогда идем в игровые автоматы. Даня!
вопрос, который, когда война только началась, звучал вокруг тех людей, которые были в тот момент беременны, например, или собирались становиться родителями. Тебе не страшно в такое давать же мир, давать да, жизнь да. человеку, который вот попадет в такой мир, где, как ты говоришь, ад уже здесь. Да. Вы забеременели уже, когда война давно шла. Да, У тебя хоть на секунду мелькало что-то похожее? секунда. А, да, мелькало? Мелькала. Вот в момент, когда я сделала тест на беременность и поняла, что я беременна, первый, наверное, ну, правда, минуту это была паника, потому что непонятно, ну, как бы, ну, вообще ничего не понятно, что происходит, где рожать, куда ехать, что... А потом на следующий день все стало намного лучше. Я сходила в храм, я сходила к батюшке, подумала, поговорила сама с собой. И сейчас я понимаю, что это было послано нам сверху, чтобы нас спасти, не знаю. У Корнея есть Инстаграм. Да. Это его инициатива или ты? Это моя инициатива. Это была наша, вернее, с Женей, с папой Корнея инициатива. Мы ему это имя типа забронировали. Супер Корней. Вряд ли кто-то захочет быть еще Супер Корнеем, но мы такие, так, пусть это будет. И потом решили выкладывать туда его картины, потому что он рисует красиво. И мы думаем, ну будет только его искусство, не будет там лица, ничего нет, 5-10. Мы у него не спрашивали разрешения, конечно же. Это было чисто как бы вот такой, значит сын, инста-сын, в общем. А потом он в это втянулся. Ну, как бы он видит, что какая-то часть моей жизни все-таки проходит с телефоном, я что-то снимаю, и к чему-то он очень с радостью присоединяется, и пока что не было ни разу такого, что там он, мам, ну не снимай, там, или еще что-то. Ему это тоже нравится. И он, мне кажется, очень талантливый, и я, как мне кажется, сделала такой как бы на будущее такой крючочек. Может быть, потом он мне скажет спасибо, а может быть, и не скажет. Посмотрим. У тебя нет опасения, чтобы это превратилось в историю Гном-Гномыча? Блин, ну я же не настолько как бы это жестко-то все делаю. Нет, я думаю, что нет. Мне уже тоже, типа, знаешь, про это Макалей Калкин, значит, «Один дома», вот это все. Но у нас по-божески тоже. Мне кажется, это несравнимые вещи. Гном-Гномыч, некоторые друзья мои называют Корнея Гном-Гномычем. А, да? Вот, То есть не только... Ну, еще раз, у меня нет такого впечатления, Но но это- есть ощущение, что в это может перерасти. у него нет, они называют его только потому, что у него такая же была прическа раньше. Не из-за того, что это может перерасти. Ага. Ну да. Не, я думаю, что не, тут не перерастет точно. Я пока в своем уме. Ты пошла к батюшке. А это здесь происходило? Нет, это было, мы были еще в Москве. А, ты узнала, что беременна в Москве? Да, я узнала, что я беременна перед тем, как идти лечить зубы. И поэтому там никого не было. Там были только врачи, в смысле. И я говорю, я беременна. Они говорят, ну тогда без анестезии лечим. Это было не больно, это было нормально. Это было терпимо. Это было начало октября. Даня уже уехал, а мы с Корнеем еще были в Москве, потому что у меня была смена в кино. И еще что-то там, не помню, что-то. Доделывала всякие тоже дела. В том числе зубы доделывала в Москве. Вот. В эмиграции сделать зубы гораздо дороже, если кто-то не У знал. меня зубы все теперь больше не болеют. Да, и поэтому я прилетела сюда, в Берлин. Здесь недалеко, вот на Каштановую аллею пришла и рассказала Дане о том, что мы ждем. А, удаленно ты ему не Да, говорила? не говорила. Ты ведь сюрприз везла ему из Да. Шереметьево. Да, везла. Написала там письмо, сделала майки себе, Корнею и Дане. Значит, у Дани было написано «Папа Даня», у меня было написано «Мама Варя X2», и у Корнея был старший брат. И я ему рассказала здесь. А в письме что было? А в письме была такая подводка. Вы встретились, Да. ты показала письмо. И мы сели, да, он прочитал письмо. В конце письма я так подношу к нему забинтованный с бантиком. Тест? Да, нормальный такой, ну, большой, закрытый. Ага. И вот. Как он отреагировал?
Мы обнимались долго. Корней рядом прыгал так тоже. Обнимался, потом снова прыгал. Но он, по-моему, чуть попозже осознал. Слушай, ну это же получается, у тебя муж уехал от мобилизации, Да. и вы в разлуке узнали, и ты в разлуке узнала про беременность. Да. Ну, очень в духе времени. Ну да. Очень в духе времени. Я еще боялась то, что это такая новость, которую нельзя сказать в мессенджере. Это новость, как мне кажется. Ну, да. И я думаю, что эти новости лучше сообщать человеку с глаза на глаз, особенно если он имеет к этому непосредственное отношение. Поэтому ту неделю практически, что я так вот как бы молчала, я никому в Москве из подруг не рассказала, никому из семьи не рассказала. Только вот на исповеди батюшки. Выражали Луку в Аргентине. И я сказал, что есть ощущение, что ты коллекционируешь гражданство для своих детей. Корней гражданин Америки, Да. Лука имеет право стать гражданином Аргентины. Лука гражданин только Аргентины. Уже? У Корнея есть российский паспорт. Да. Кто-то скажет, это же очень потребительское отношение к стране, когда ты залетела туда только ради гражданства. Ты знаешь, у нас, я не могу сказать, что прям в планах туда вернуться, но оказавшись там, мы поняли, что вообще это очень интересная местность. Учитывая, что у Дани есть испанский, он учился 10 лет в испанской школе. Испанский язык. Испанский язык, да. В Аргентине говорят на испанском. Да, это очень интересный вообще край. И потребительское отношение в том, что мы получили паспорт и уехали, родили, уехали. Если была возможность там остаться, я бы там осталась. Но у нас ВНЖ здесь, у Корнея школа здесь, и мы сделали очень многое, чтобы попробовать здесь себя найти. Я не исключаю того момента, что мы через 3 года пойдем все вместе жить в Буэнос-Айрес. Я не знаю, что будет. Это было бы интересно, там очень круто. У тебя в Москве был свой духовник. Ну да. А как часто ты ходила к нему? Когда мы начали быть с Даней вместе, мы, мне кажется, ходили, старались ходить через воскресенье точно, мне кажется. Сначала служба, а потом Да. исповедь? Или вы сразу к исповеди приезжали? Иногда сразу к исповеди, иногда на службу, по-разному. А как это сейчас происходит? Вот просто моя последняя исповедь, может быть, даже единственная, она была лет 18 назад, и меня всегда удивляло, как это происходит. То есть, ты подходишь к батюшке, там очередь людей, которые тоже хотят исповедоваться, Так. и до ближайшего, метров 5. Ну нет. И нет, я не шучу, это Елоховский храм, Хорошо. Петропавловск, замечательный Хорошо. храм, очень, очень красивый. Но и меня всегда смущало. То есть я тогда, будучи подростком, я смотрел. То есть в целом человек, который вот так вот с батюшкой секретничает о чем-то, я, если бы напрягся, чуть настроить, мог бы узнать все, услышать, что он говорит. И вот это отсутствие деликатности меня смущало. Как это происходит сейчас? Слушай, вообще отсутствие деликатности меня тоже смущало, когда я ходила в храм, когда я была ребенком-подростком, потому что в тот момент это был не мой выбор, это был выбор моей мамы, воскресная школа, вот это все. Безусловно, это принесло свои какие-то, не знаю, плоды, мне это нравилось, какие-то экскурсии. Но в какой-то момент, когда я знаю, что некоторые батюшки грешат тем, что к тебе пришел ребенок, рассказал какую-то, историю, какой-то грех свой, а он потом к маме пришел, и потом мама дала... Такое бывает? Такое бывает. Такое бывает, и это было ужасно. Узнать об этом в таком, подростковом, максималистском возрасте, 14-15, тебе кажется, что стоп. Сейчас вообще стоп. Я никому не верю, никому не доверяю. Это все чушь, это все бред, это все вообще иллюзия. И очень сильно я разочаровалась во всем этом на очень-очень долгое время. А потом... Как так получилось, что я встретила Даню, и мы оба стали частыми прихожанами храма Антипы.
И там не так, там нельзя услышать, Юр. Там же такая акустика. Плюс ты же, когда к батюшке рассказываешь, ты говоришь, короче, я к нему. Я мастурбирую 3 раза в день. Ну, а с какими грехами я должен был к нему идти в 16 лет? Я думаю, как я сейчас это скажу? Там просто вся очередь это услышит. Блин, ну, во-первых, можно не так громко об этом говорить. Ну это моя, возможно, личная проблема, да. Ну да, вот, если говорить конкретно про исповедь сейчас уже как бы в осознанном возрасте, то, конечно, это не «я поела на ночь», конечно, это не про это, боже мой, Ну, понятно. а про какое-то, да, Ну не про физическое, а не про физическое, да. про то, что в голове, а не, Да. не на теле. И в случае тоже там с беременностью мне стало просто настолько как бы страшно. Первые вот эти секунды, когда я понимаю, что я беременна, и мне вот это был мой, да, порыв, я захотела. Мне нужно было сделать это именно в таком вот как бы в таком вот виде. А можешь коротко описать, или если есть на это ответ, что тебе дает походы в церковь? Почему тебе это нужно? Я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что сейчас похода в церковь нет. Но ты помнишь, я тебе говорила, что у меня нет времени на подумать. И вот здесь какая-то такая же история. Когда ты приходишь в храм, я себя так как бы настраиваю, что я сейчас прихожу вот об этом, о чем-то подумать. Люди называют это по-разному: помолиться, там, исповедоваться, еще что-то. Когда ты приходишь в храм, ты приходишь в эти обстоятельства, в которых как раз лучше всего думается что-то о чем-то. И для меня скорее это было вот поход в храм, это вот про вот это, про остановиться, побыть с собой наедине, да, о чем-то поговорить, о чем-то подумать, о чем-то попросить. Ты в атмосферу идешь. Да. Но там это как ты идешь в театр, чтобы там, да, получить энные чувства. Ты идешь в кинотеатр за вот этим. В церковь ты идешь вот этим. Конечно, в церковь можно не ходить, чтобы, посидеть, помолиться, подумать. Мне это надо было. Я правильно понимаю, что проблемы, в том числе с работой, у тебя начались задолго до войны? За год. Расскажи, пожалуйста, как это было? Пожалуй, начну с того, что я всегда высказывала то, что думаю, и писала в своем инстаграме про то, что считаю важным. Так было, наверное, с 2009 года примерно. Я была на многих митингах, вела оппозиционный образ жизни, мне кажется. Но это никого не интересовало, пока у меня было 5000 подписчиков, 15-20. Когда я стала на виду, за мной стало следить больше людей, как обычных, так, наверное, и не очень обычных. И после моего видео впечатления о фильме Навального про дворец Путина началась очень интересная жизнь у меня в России. Я об этом никому не рассказывала, потому что понимала, что я могу привлечь еще большего внимания ко мне, тем самым к моей семье, и тем самым порушить границы людей, которые вообще здесь ни при чем. Поэтому о многих событиях не знают, наверное, даже друзья. Но после того, как я записала видео, в котором я сказала о том, что какой замечательный фильм про дворец Путина, но сначала там так получилось, практически в этот же вечер нас вызвали, Рыжаков нас собрал всех, мой мастер, и сказал, что никто ничего нигде не пишет, не говорит: ты, Варя, удаляешь пост. Я говорю: нет. А потом у нас в театре закрыли спектакль, где я и играла. Об этом тоже мало кто знает. Спектакль назывался «Сбой системы». Он был про систему Станиславского. Мы не сыграли его ни одного раза, у нас даже не было прогона на зрителя. Нам закрыли, его закрыли, сказав тем, что что-то там коронавирус. А потом режиссер позвонила в этот дом Станиславского с вопросом, можно прийти на экскурсию? Я сказала: да, конечно. То есть это не из-за коронавируса. Но нам, понятно, никто причин никаких не называл. Мне после видео начало писать очень много людей в поддержку и вообще просто с какими-то словами, в том числе и Яшин, который скинул мне свою заметку
как, значит, нужно квартиру приготовить к обыску. И я такая, типа, Илья, да ладно, о чем ты? Сказала я, а потом, спустя какое-то время, мне звонит мой младший брат и говорит, что пришли домой по месту прописки участковый. Дома 2 моих несовершеннолетних брата и сестра, мама в пути к ним, старший брат где-то тоже на пути к ним. Я, ну, как бы у себя там вышла из школы-студии МХАТ после какого-то показа, я не помню. Участковый пришел, чтобы как бы найти меня, чтобы я пришла и написала объяснительную про свое видео. К тому моменту, когда, значит, пришел участковый, мне уже дали адвоката, чтобы он просто был со мной. Я не понимала, что происходит. То есть по мне я записала видео, в котором сказала, что классный фильм, давайте все погуляем. То есть для меня это не было каким-то шокирующим. Я не думала, что это повлечет за собой такую как бы историю. Но параллельно мне сказали, вот, Варя, вот возьми вот эту девушку, будь с ней на связи, просто на всякий случай. Яшин, который кидает мне видео и рассказывает, как себя нужно вести при аресте, а там еще параллельно реклама со мной, ее закрывают, которая должна была выйти. Реклама карточки «Мир». Я снялась, но она не вышла. И в этот момент я сижу на кухне и прощаюсь со своей профессией. Я очень много плакала, мне кажется, последний раз я так плакала вот именно тогда. Я прощалась с тем, что у меня есть. С ролями, с будущим в этой стране. Дальше участковый очень странно себя повел. Я ему сама звонила, он не брал трубку. Потом ко мне пришли, ну, в смысле, к маме пришли. В момент, когда я на сцене пою песни Цоя, и мне кажется, я делаю что-то такое важное, сейчас прямо вот параллельно вот здесь вот идут митинги, а я пою Цоя. Мне казалось, это круто. Я не могу... где ты пела? Это было в «Современнике». У нас был спектакль. Да-да-да. В этот момент у нас только там поклоны, значит, песня «Перемен», последняя. И звонит мама, говорит, к нам пришли из Центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом. К маме, потому что ты прописана? Я там прописана, да. Нет, к ней пришли из СК. Из СК пришли, а господи, что выговаривать Центр по борьбе экстремизма и терроризма. Это отдельно тоже мне звонили. Вот там я встречалась с адвокатом, мы с ней разговаривали, как себя вести. Мы должны были вместе пойти на эту встречу. И за день до встречи я позвонила этому участковому, который мне звонил. Я сказала, здрасте, вот мы завтра с вами в 12. Он такой, вы знаете, я посмотрел ваше дело, я не нашел там, как это называется? Состав преступления. Так, а из СК пришли кто и зачем? Тоже к маме постучались, она сказала, ничего не знаю, до свидания. А дальше я попала, видимо, в черные списки, потому что меня не снимали государственные компании, телевидение, снимали только независимые компании, друзья какие-то. А как это выглядит? Ты, ну, то есть тебе просто перестали звонить и звать, или ты у кого-то уточняла, что-то спрашивала? Нет, понимаешь, вот не было такого, что мне кто-то показал этот список, и я такая, все, значит, я в списке. Нет, просто кто-то говорил, ходили слухи, со мной сняли рекламу. То есть мы как бы понимали все без слов, все было понятно. И тогда у меня была, мне кажется, серьезная репетиция, видимо, эмиграции. Потому что тогда я понимала, так, я здесь не могу сниматься, и говорить особо ничего не могу здесь. И это было очень-очень-очень жестко, потому что не понимала, что делать. Но я очень много плакала. Я общалась с людьми, которые не первый день как бы во всей истории. Я подружилась на этой почве как бы с Михаилом Шацем, с Таней Лазаревой, с Васей Сигаревым, с Яной Трояновой. Помимо того, что я очень много чего потеряла, я обрела очень крутых единомышленников, людей, которые меня поддерживали. И тот же
Илья Яшин тоже, он приходил ко мне на спектакль, мы с ним общались. Но понимаешь, мне казалось таким-то абсурдом, когда меня адвокат спрашивает, у тебя есть 3 дня, чтобы уехать из города на всякий случай? И я сижу и думаю, что я сделала-то, Господи ты, Боже мой? Почему я что, преступница какая-то? Почему я должна уезжать из города? Нет, не могу, у меня там работа, вот еще школа, в смысле садик у Корнея. У меня нету 3 дней уехать из города. Ну, то есть, если бы это произошло, если бы я такое видео записала, находясь в России, вот сейчас, я думаю, что все было бы намного хуже. И тогда я говорю, вот у меня была, мне кажется, репетиция. Ты куда-то уехала или в смысле репетиция ощущений? Репетиция ощущений. Я говорю про репетицию ощущений, про репетицию безработицы, про репетицию, значит, какого-то отшельничества. Ну и просто, да, я столкнулась и с цензурой, и с самоцензурой, потому что до конца было непонятно, как бы этот список как бы есть или его нету. Здесь как бы я снимаюсь, ну ладно, здесь, окей, здесь это там, не знаю, фильм там, Айсултана, да, это вообще не российская история, здесь, наверное, как бы можно сниматься. Но при этом пару раз не хотели меня выпускать в «Современники» на сцену. Мне говорили, попросили, чтобы ты не выходила. И замену делали? Я выходила. Я приезжала и выходила. 3 дня Виктор Анатольевич не мог мне это сказать, потому что он хотел сказать это лично мне. И я говорю, Виктор Анатольевич, не могу, типа, я уехала на дачу, давайте уже, типа, увидимся в театре. А потом я узнаю, что, как бы там мне готовят замену, потому что попросили, чтобы я не выходила на сцену. Я приезжаю, говорю, Виктор Анатольевич, как? Но я в итоге вышла, но мы знаем, что случилось с Виктором Анатольевичем, мы его уволили. Это не из-за меня, но я к тому, что он тоже шел на какие-то риски, выпуская меня на сцену, видимо. Варя, где мы? Мы в Берлине, в театре Им Делфи, который, мне кажется, не изменился с момента постройки в 1929 году. Ты готовилась. Немножко зашла в Википедию. Просто это довольно известное уже место в эмигрантской среде, потому что я видел его здесь, когда Михаил Зыгорь презентовал свою книгу. Мы здесь были, да. Михаил Шац здесь Выступал, и мы тут тоже были, да. Ты не пропускаешь ничего. А ты знаешь, мы поняли с Даней, с моим мужем, что мы дорвались. Мы вот на все, что есть, это Валерий Меладзе. Скоро пойдем на Лию... Нет, я перечисляю все, что было. Пойдем сейчас на Лию Ахеджакову. Были на Семене Слепакове. Это был... Поперечный, господи, было просто супер. Здесь? Нет, не здесь. Он был в таком, называется, темподром, знаешь, такой вот... да, и там был огромный, чуть ли не стадион, и было очень смешно. Расскажи, что ты здесь делаешь. Вчера у нас была премьера, сегодня 2-й день премьеры спектакля, который называется «Клуб разбитых сердец». Мы изначально просто в Зуме с друзьями созвонились, и я была еще беременна, в Берлине сидела, а ребята были в Дубае, мои друзья, и они говорят, давай сделаем один просто такой проект, типа к 14 февраля приурочим, сделаем что-нибудь такое. И мы за месяц сочинили в Зуме спектакль. Безусловно, не сами, а у нас был там драматург, и был автор идеи. Просто все это основывалось на наших каких-то там переживаниях, детских историях, на каких-то рассказах про мужско-женское, мама, папа, всякое такое. Родилась такая вот пьеса. Мы сыграли ее 2 раза в Дубае. И это еще была беременна. И я поняла, что очень классная получилась история. И хочется ее оставить. И продолжать, и хочется всем ее показать. И вот поэтому мы здесь своими силами все организовали. И сейчас будем в других городах тоже все это организовывать. А я правильно понимаю, что это максимально такой DIY-спектакль, в том смысле, что продюсировал твой муж? Ну что такое продюсировал? В этот раз, да, конечно, да, все организовывал. Организовывал твой муж, да. И ты вместе с ним тоже договаривалась с площадками и всем остальным? Страховки, договоры, ИП. Страховки, да? Ну, конечно, мы здесь покупаем какую-то специальную страховку. Вот этого я тебе точно не скажу, это Даня знает лучше. Но вообще там я открыла ИП, вот это вот все. Я плачу зарплаты вот нашему художнику по свету, моему партнеру Мише, этому пространству за аренду, налог. Ну, в общем, вот это вот все я предприниматель. А дальше я приняла обет молчания. Я не комментировала и никак не
вообще не только там в соцсетях, просто в принципе не обсуждала вообще никакую политику, ничего такого, вообще ничего. Если я хочу играть в кино, в театре в России, нужно помолчать. Ты сама это поняла или тебе кто сказал? Мне сказали много человек разных, ну просто взрослых наставников, либо взрослых друзей, либо просто типа, ну да, ну как бы это логично. Если ты хочешь сниматься, если ты хочешь зарабатывать деньги, если ты хочешь, да даже не деньги, просто если ты хочешь что-то делать, надо быть, ну здесь нужно эту отсечь от себя эту как бы часть жизни, как общественную, я не знаю, как еще назвать ее. Для меня это не политика, это что-то, ну, как больше. Это то, что касается меня напрямую. Все, что происходит в стране, мне кажется, это касается меня. И мне говорят, ну, вот только не об этом. А как? Ну, типа, это контекст. И я год жила очень тяжело. Понятно, что есть кому живется тяжелее. Я не хочу и не переукрасить, что мне было тяжело, но я не хочу как бы это замалкивать, потому что было правда тяжело. Потому что мне было абсолютно непонятно, как это возможно, свобода слова в стране. Где-то год, да, я молчала, а потом началась война. Но у меня случился проект очень хороший. Какой? «Мир, дружба, жвачка», 3-й сезон. Я очень люблю этот сериал, я люблю его создателей, и я очень люблю Юру Борисова, моего прекрасного друга, с которым я мечтала сыграть. И я это сделала, это была одна из последних ролей. Приходилось ли тебе кому-то идти навстречу, на физическую встречу, чтобы тебе как бы привыйти из этого черного списка? Нет. Ты знаешь, кто такой Новиков? Ну, примерно. Это помощник Кириенко, который курирует культуру и считается ответственным за цензуру. Я слышал, что есть актеры и актрисы, или актрисы, которые ходили к нему навстречу для того, чтобы узнать, что нужно для прощения. Ну, я об этом слышала. Ты не ходила? Нет. Никаких контактов вот напрямую с этими людьми у тебя не было? Нет, слава богу. То есть проект случился просто потому, что чуваки предложили? Слушай, я думаю, что я просто год молчала, и я типа хорошо себя вела. Мне так кажется. У нас был кастинг чуть ли там не 27 февраля. Мы вот так вот стояли около Амедии с Борисовым, курили одну за одной. У нас такие глаза как бы. Вот мы идем на кастинг. И, ну, как бы я говорю, это просто был какой-то абсурд. Ну, в тот момент. Какой кастинг? Что происходит? Невозможно. Ну да, был кастинг, мы вот с режиссером, с Сухоруковым там встретились. Нас утвердили, меня утвердили. И вот летом были съемки. Летом были съемки? Угу. Сухоруков к тому моменту, по-моему, поддержал войну уже. Ты знаешь, а он и в этот момент, когда у нас был кастинг, он так, знаешь, недвусмысленно ее поддержал. Мы зашли с Юрой в комнатку, ну, у нас на лице все написано, как бы мы зашли вот такие, синяки под глазами, мы все в мыслях, как бы, что делать, как жить. И сидит Виктор, он в прекрасном настроении, он только что вышел с проб, он играл, это такой, в принципе, человек, он зажигает, он очень здорово рассказывает, и мы сидим с Юрой вот так вот. Он говорит: молодежь, вы чё? Что такое, что происходит? И мы такие, да как бы, что происходит, да, вот что происходит-то. И он начинает свою шарманку, что это все типа... Я и при этом работала актером, и при этом я типа актер, и при этом актер. Это все не важно, наша жизнь, это нужно идти вперед, мы актеры. И вообще, типа, хоть он мудак, но он мой мудак, он наш мудак. И ты так вот сидишь. А сколько стоит арендовать такой зал? Блин, если не ошибаюсь, если я ошибусь, я тебе потом скажу точно, мне Даня скажет, но, по-моему, это стоит 1500 в день. Евро? Да. Так, и нам сделали какую-то скидку, получается, мы взяли 3 дня, потому что один день полностью репетиционный, выставляли свет, звук, репетировали. Вот вчера отыграли, сегодня играем. Это еще без учета налогов.
Там еще сверху налог, который не называется, потому что здесь как бы все знают, что он идет как бы плюсом, это не оговаривается. Но за билеты, они стоят по 50 евро, Да. вы собираете больше и прибыль делите. Вот я тоже так думала, но получается так, что мы выходим в ноль, но, по-моему, не очень много мы зарабатываем, если честно. Вот в данном вот сегодняшнем спектакле. Переживаешь ли ты из-за этого? Честно? Да. Пока что нет. Потому что мне, ну, как бы ценнее, что я, в принципе, могу это сделать. И для меня 0 — это уже, типа, супер. Ну, то есть, если был бы минус, я бы переживала. 0 — супер. Потому что я делаю то, что мне нравится, я радую людей, я понимаю, что я делаю что-то важное. А что? Во-первых, я не теряю... я актриса, я не теряю сноровки, и я продолжаю быть как-то действующей актрисой. Вот. Ну и плюс, так как мы придумали это все сами, я пробую себя не только в актерском, так сказать, амплуа, но еще и что-то из серии продюсирования. То есть до войны у меня вообще была мысль, что я могу быть каким-то, продюсером. Не думала, что театральным, но я так представляла себе, что вот, допустим, да, вот все, актерская деятельность, забываем, что я могу делать. И мне очень нравится идея, что я что-то собираю, как-то всех соединяю, потому что я очень общительная, потому что я много кого знаю. И вот я думала быть каким-нибудь типа музыкальным продюсером, соединять этих с теми, вот эти все группы, которые не очень известны, выводить как-то в свет. Ну, продюсировать. в Ну да, классическом да. смысле. Часто тренируешься? Да, видимо, да. Уехала ты осенью. Окончательно да. Почему? Толчком стала мобилизация объявленная, частичная мобилизация объявленная. Но вообще было понятно, что здесь для меня на данном этапе будущего нету. Я не смогу молчать, мне будет физически плохо, я не хочу никого подставлять, поэтому нужно уехать. Сначала уехал твой муж, Да. ну, потому что мобилизация, Да. а потом ты. Угу. Когда ты улетала, ты понимала, что возможно, ты долго не вернешься? Или думал, что я ненадолго, или буду туда-сюда гонять? Я скорее понимала, что я уезжаю надолго, потому что я была уже беременна, я об этом знала. Да, что мы ждем ребенка. В России точно я рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что минимум 2 года я, наверное, в Россию не вернусь. Но еще день был знаменательный, особенный отлета мой, потому что в этот день я вместе... Я просто после того видео, где я плачу, видео про Навального, я решила, что я не буду больше нигде так сильно эмоционировать, потому что эмоции отвлекают от сути. В день, когда мы с Корнеем улетали в Берлин, утром я со своими братьями и сестрами ходила провожать отчима. Я не специально. Я вообще не переживаю, мне кажется, по этому поводу. Не понимаю, почему. Значит, в день, когда мы с Корнеем улетали в Берлин, это было вечером, утром я со своими братьями и сестрами, с мамой, мы ходили провожать в мобилизационный пункт Вадима, моего отчима, маминого мужа и папу моих братьев и сестер. Вот, поэтому я этот день очень хорошо помню. А он в мобилизационный пункт, в смысле, он прям в армию ушел? Да, он добровольно ушел на войну. Сколько ему лет? Около полтинника? Да, около полтинника. А ты его хотел провожать? Да. А зачем? Ну, во-первых, это был
Последний день, когда мы могли встретиться все вместе. Во-вторых, возможно, одна из самых больших моих проблем. Я всегда старалась быть хорошей дочкой и делать так, чтобы маме было приятно. Поэтому мне казалось, что ей важно, чтобы я тоже была. Поэтому я пошла, потому что... Что ж такое? Я пошла, да, потому что пошла вся моя семья. Там звучали всякие песни, типа Газманова. Стояла, типа, полевая кухня. Мы покурили с Вадимом сигарету. За несколько дней до этого я узнала, что он уходит, и я почему-то надеялась, опять-таки, что я смогу как-то переубедить. И мне хотелось какого-то диалога. У меня не было его номера. Я попросила его номер у Семена, у моего старшего брата, который как раз мне рассказал про то, что Вадим пошел в добровольцы. И я просто... Мне казалось, что... Если говорить образно, мне казалось, что человек прыгает с моста, и рядом стоит его семья и аплодирует ему. Так мне казалось. И мне хотелось подойти и его удержать. Но мы расходимся во многих вопросах, и наш диалог скорее, наверное, нас не поссорил. Нет, не поссорил. Он оказался ненужным. Уточнение, у тебя нет этого телефона, ты никогда с ним не жила? Ты уехала, когда... Нет, я никогда с ним не жила, потому что, не было, мы никогда не жили вместе. А в чатике семейном его нет? Его нет там, и мы никогда с ним не общались практически. Там очень сложная ситуация семейная. Окей, неважно. У тебя не получилось переубедить? Нет. А что он говорил? Что на родину напали. Ты не использовал аргумент, что он идет воевать за дворец Путина, а не за родину? Конечно, я говорила, но... Что он на это сказал? Что я сама еду в Германию, типа, там все будет еще хуже. Ты же не убивать никого едешь. Я понимаю. Невозможно быть убитой. Мне казалось, что странно уходить на войну, когда у тебя 4 ребенка. Я не знаю, Юр, это невозможно же залезть в голову человеку. Как сложилась его служба? Он до сих пор там? Судя по фотографиям, сейчас я пытаюсь понять, в какой момент меня выгонят из семейного чатика. Нет, он не там сейчас, он, по-моему, вернулся. Но он иногда возвращался и снова уезжал. Сейчас, по-моему, насколько я знаю, по-моему, сейчас он в Москве. А что он там делал, ты не знаешь? Что он делал на войне? Не знаю. Я знаю только, что он никогда не служил. И месяц подготовки прошел недалеко от Москвы, а потом они поехали, видимо, воевать. Знаю, что было ранение. То есть он прям был где-то там, где... Вроде не сильное, я не знаю. Мы это не обсуждаем, и со мной уж тем более это никто не обсуждает. А они с мамой вместе по-прежнему? Да. Они с мамой не были вместе, но сейчас они вместе. В смысле, война их сблизила? Да. Вот такое тоже бывает. Жизнь — лучший сценарист. У мамы есть муж, а у детей есть отец. Не-не, я к тому, что это именно из-за войны случилось, или во время войны. Ты знаешь, да, удивительно, что многие вещи случились из-за войны. У меня был один большой страх. Он был основан на жизненном примере, который я видела воочию.
Я очень боялась перестать общаться с мамой. Был такой страх, что вот мы не будем с ней общаться. Потому что мама почти не общалась там со своей мамой. И я это видела, и мне казалось это страшно, ужасно. А сейчас вот мы не общаемся. Ну, практически. Правильно ли я понимаю, что ты на много компромиссов шла из-за этого страха? Ну, очень много, наверное. Но тоже никто не мог меня заткнуть, как бы, если я пишу что-то. Мама мне откомментирует. Но это было раньше. Во-первых, мама сейчас, по-моему, она ушла из Инстаграма, я не знаю почему. Может, потому что забыла код, пароль, или сложно с VPN, не знаю. Но очень часто я что-то пишу, мама мне комментит: удали. Или там: ты чё, дура, что ли? Вот, мы как бы не сходимся, опять-таки, во многих вопросах. А сейчас, ну, вот есть семейный чат, но там он больше, чем семейный, там, да. Соседи? Ну, типа, ну, условно, друзья, да. Ну, да. И такого, как бы, общения, как бы, тет-а-тет у нас практически нету. Но ты сегодня кидал туда речь, если кинула. это можно сказать, Да. речь Саши Скочеленко. Да, сегодня утром я решила отправить в чат последнее слово Саши. Я понимаю, что мы не похожи во многом. Но есть какие-то вещи общечеловеческие, когда вот, ну, понятно, что это черное. Вот я не перестаю удивляться, что кого-то может там не тронуть или не заинтересовать, не появиться у тебя куча вопросов, да, к этой системе после этой речи. Но да. Что тебе ответили? Что она нарушила закон. Где твой ребенок сейчас? Младший. Какой из двух? Младший. Младший. А он, мне кажется, сейчас на пути сюда, в театр зданий. Ага, то есть с ним, пока ты репетировал, Да. сегодня с 3 часов, он был в здании? Да. То есть для Дани вообще никаких проблем. У вас есть няня? Нет. То есть вы... То есть вы... Слушайте, да, Даня прекрасный отец. И несмотря на то, что это его, вернее, первый ребенок, такое ощущение, что он родился, чтобы быть отцом. Вот просто мое восхищение. Когда ты ему в первый раз оставила ребенка? Прям, типа, ушла, я ушла прям по ушла. делам, да, на несколько часов. Какая-то, сколько было тогда малышу? 4 недели, 2? Ну, близко к правде, да, потому что мы же были в Буэнос-Айресе, и мы тоже там играли спектакли, и тоже все организовывали сами, и Даня тоже был нашим как бы директором, и он сидел на входе, встречал гостей, у него вот здесь вот спал Лука, а я уже в этот момент заряжалась и готовилась, и это было ему меньше месяца точно, получается. Но тогда они просто спят и все, и больше ничего не делают, поэтому нормально. В Дубае ты играла этот же самый спектакль в феврале. Да. Это, получается, типа 4-й, 5-й месяц беременности. Середина срока. Ну да. И как играется, когда ты беременна? Да супер. Нету, как бы все вокруг думают, что что-то может случиться, пытаются меня как-то, обхаживать, а все примерно то же самое. Я такая же, не знаю, энергичная, сильная, просто платье чуть-чуть завязывается по-другому, и все так же. Твою семью многие могут визуализировать. Да. Просто ты довольно открытый человек, ты часто про нее рассказывала. В выпуске с Ксенией Собчак вы вообще всем составом ходите Да, это я так захотела. Да, по Северному Тушину. Вся Москва разрушена. Осталось только Тушино. Про это, то есть, мне кажется, я легитимен в том, чтобы спрашивать Да. про эту семью, поскольку ты сама ее, в общем, в паблик выставляла, и они сами были не против появляться на много миллионов просмотров. Вы производили впечатление такое, как бы, тусовки, у которой могут быть проблемы, но вполне дружной. Такая вот многодетная семья, какая она примерно всегда и бывает. С проблемами, разногласиями, но семья. Как вы переживаете войну? Твои отношения с мамой я понимаю. Папа? Ты знаешь, вот здесь, видимо, какой-то вообще обман вот этой вот многодетной семьи,
Потому что если семья многодетная, значит, наверное, она дружная. Я так не говорил. Не, я просто говорю, что ты не первый, кто меня спрашивает про семью в таком ключе, типа, ну вы же, вы, наверное, же, там, все вот это вот. Мы, наверное, как бы, но, видимо, как бы в разные стороны. Это тоже такой, как бы, образ, который создан в том числе и мной в соцсетях, потому что действительно я считаю, что мама героиня, у нее 6 очень классных детей, она большая молодец, она воспитывала их всех сама. Мне кажется важным об этом говорить. Но то, о чем я не говорила по разным причинам, совершенно другая сторона, о чем бы я хотела говорить, я не могла, потому что я тогда расстрою маму. И поэтому я просто не говорила лишнего. Я говорила про хорошее, не говорила про плохое. А плохое, как бы, как и в каждой семье, конечно же, есть. И вот в этом образе радужном, семейном я очень надолго задержалась. Мне от этого сложно, потому что все на самом деле не так. Отношения с родителями, ну как сказать, они есть какие-то. Наверное, правильно сказать, что их нету каких-то, но у нас нету как таковой, там, допустим, ссоры с папой. Мы просто редко общаемся. Мы очень друг друга любим, перекидываемся там фотографиями, вопросами, поздравлениями с днем рождения, с Новым годом. Но так было практически вот все время, как они с мамой расстались очень давно. Мы поддерживаем связь, но так очень аккуратно, очень на расстоянии. У нас как бы мама главная в семье. И с мамой отношения плохие. У нас нет диалога. И боюсь, что не было никогда. Появился за год до войны. Я даже офигела, как мы начали общаться. Начнем с того, что мы чуть ли не каждый день списывались, созванивались, что очень как бы странно для меня. Я никогда, в принципе, я там в этом смысле смотрю на Даню, своего мужа, который там сегодня тете позвонил, завтра дяде позвонил, тут брату позвонил, тут папе позвонил, тут бабушке позвонил, тут маме позвонил, тут семейный там чат, тут, значит, видео. Я такая, вау, типа, это круто. У меня такого нету и не было. Я никогда не отчитывалась, ну, когда вот уже выросла, когда мне исполнилось 18 лет, когда я ушла из дома, все, я ни с кем как бы практически не отчитывалась. Я просто играла роль хорошей дочки. Я ходила в храм на праздник, ездила там к такой-то тете там что-то передать, отдать. Или там вот сюда, потому что мама попросила. А на самом деле, как бы я не всегда это хотела. Но мне казалось так, ну мама же попросила. Я могу это сделать? Я могу это сделать. Я это делала. Вот. Со старшим братом отношения тоже очень сложные, напряженные, потому что он старший, у нас история подольше. Тоже мы с ним различаемся во многих аспектах. С младшими братьями и сестрами я не так близка, как мой старший брат, который в какой-то момент заменил им фигуру отца. Когда твой отчим уходил? Да, когда отчим ушел. И Сёма стал, папой. Я, наверное, в меньшей степени, потому что, нет, в смысле, я была помогатором, сидела, гуляла, меняла. Вот к вопросу про Машу Шалаеву. Мы с ней вместе гуляли на детской площадке. Мария Шалаева еще одна актриса, которая уехала после начала войны. Да, она гуляла со своим Нестером, с сыном. Я гуляла с Тёмой, с моим младшим братом, которому сейчас 19 лет. Значит, Нестеру тоже, наверное, сейчас 19-20. Вы жили рядом? Мы жили в соседних подъездах. Это полный прикол. А «Русалка» была уже тогда? Вот, это полный прикол. Значит, мне, по-моему, рассказала о том, что у нас живет в подъезде актриса мама, потому что она везде как бы все там видит, знает. И действительно оказалась Маша, значит, она, по-моему, студентка в ГИКа тогда была, а я тогда, значит, занималась в детском театре, я только там хотела, мечтала там куда-то там поступать. Ее потом, по-моему, отчислили, вот она мне рассказывала, какая-то сложная профессия, и она позвала меня на премьеру в октябрь на «Русалку». Это был просто полный улет. Я не помню, какой год выхода, но мне нет, по-моему, 18. То есть мне еще, условно, мало лет,
тут И живое я цыгано. вижу все. Я вижу там Кончаловского, Стычкина, я не знаю, там были все. Там бесплатная еда, бесплатный алкоголь. Маша стоит на камеру, говорит, интервью. И я с ней здороваюсь, там, типа, привет, нас, здороваюсь. Типа, мы же вот дружим, мы же вот с детьми, мы же гуляем на площадке. Это вот моя подруга, актриса. Это было просто невероятно, что это было. И фильм «Русалка» просто навсегда в моем сердце. И любовь к Ане Меликян оттуда, и любовь к Маше, к невероятной просто ее природе. Да, так возвращаясь к семье. Я пыталась поддерживать ощущение того, что вот у нас такая большая дружная семья. В паблике ты имеешь? В паблике, да. Потому что я не знала, как правильно об этом, как об этом, как говорить правду. Она слишком сложная, это слишком сложно. А во-вторых, я не вру. У нас большая классная семья. Просто не договариваю. Просто не договариваю. Да, но вот когда мне стало 18 лет, я ушла, я стала жить со своим будущим мужем Женей. И, допустим, там с Агриппиной, это моя младшая сестра, самая младшая, у нас самые оторванные отношения, потому что я, совсем уже там не присутствовала при ее становлении, не знаю, как сказать. Взросление. Да, ей пока там 11 лет, да. И есть вот эта оторванность от семьи, началась она лет 18. Мы иногда общаемся с ребятами, с Маней, с Тёмой, с Васей, с Граней. У нас есть чатик свой, там только дети и я. Ты сама сказала, что к Ксении Собчак ты предложила погулять вместе. Да. А попробуй описать, для чего ты это сделала, если все так сложно. Тут у меня есть другая штука. Сейчас тоже постараюсь объяснить. Я из простой семьи. У меня не было никогда каких-то там, не знаю, блата, еще чего-то. И для меня то, что я чего-то добилась самостоятельно, это круто. Я классная, я сделала большую работу. Не только для тебя, это действительно круто. Вот. И мне казалось, что я хочу этим поделиться со всеми, с моей семьей. Я хочу, чтобы это было, это тоже большая часть меня, это тоже я. Мы в моем родном районе, здесь я выросла, вот моя мама, вот мой папа, вот мои братья и сестры. Поделиться кайфом внимания. Да. Да. Сейчас я об этом не думала, но сейчас, наверное, так себе жест. Потому что действительно это дает право зрителям обсуждать, задавать вопросы и вообще интересоваться, потому что я показываю. Скажи, а что за кокошник слева от тебя? Слушай, я его купила, мне кажется, за дня 2, как я улетала в Берлин. Уже знаю, из Москвы. Да, из Москвы. Во-первых, мне кажется, что это какая-то стильный аксессуар. Но еще я подумала, что я еду, в Германию, из России. И меня зовут Варвара, у меня русская коса. И это какой-то символ моей, не знаю, русскости. Мне кажется, мне еще это все идет, этот кокошник. Я решила, что я буду здесь использовать его на мероприятия ходить, на спектаклях играть. С тобой часто обсуждают эту русскость. Русскость? Да, и посмотри про на то, меня. что ты амбассадор такой классической русскости. Тебе это норма или тебя это запарило уже за годы известности, которые у тебя есть? Начнем с того, что годы моей известности не такие уж и долгие, поэтому нет. И плюс я же смотрю в зеркало, я же вижу, передо мной сидит женщина с косой, рядом кокошник, и я, трезво смотрю на вещи, понимаю, что, конечно, об этом будут спрашивать, учитывая, что, если актриса, она должна быть какая-то такая, а я особо никак не подстраиваюсь, мне как удобно в косу забирать волосы лет, не знаю, с 12, я так и хожу. Не так удобно. Поэтому, наоборот, даже... Это органичная среда. Абсолютно, да, абсолютно. Твои братья учатся в кадетском классе. Да. И уже после начала войны было какое-то мероприятие, я в инстаграме у твоей мамы это видел, когда вы все вместе пришли
я не знаю, что-то присяга или выпускной или что-то еще, он в кителе вот этом кадетском, ну и какое-то мероприятие, ты там его обнимаешь и все остальное. Наверное, это линейка была 1 сентября. По-моему, это весна была. Весна. Ну, может быть, теплое время года, может быть, это было 1 сентября. С какими ты чувствами туда приходила? Ну, противоречивыми, ну, конечно. Как бы, Если что, я как бы напомню, что как бы армия нужна в любом государстве, вот. Но просто это же, по сути, как бы они примыкают к тем, кого готовят не только, а в данном случае не столько защищать Родину, но и нападать. Вот какие у тебя были чувства? Противоречивые, Юр. А что Если бы это были мои дети, они бы не учились в этом училище. Это, к сожалению, не мои дети. Это дети моей мамы. И пока им нет 18 лет, она решает, как им жить. Также жила и я. Пока мне исполнилось 18 лет, я была больше под маминым как бы наставничеством. И вот мне уже 31, я взрослый человек, у меня 2 детей, но мамино наставничество где-то всегда вот здесь вот мелькает, и никак я не могу от этого избавиться. Ты работаешь как-то с этим? Да. У меня была очень сильная первая такая терапия, когда я была первый раз беременна. У меня случился какой-то, ну, я думаю, женщины многие меня поймут, случается такой, ну, вопрос самоидентичности, вообще как бы кто я, что происходит, особенно когда в тебе зарождается новая жизнь, ну, как бы распирает не по-детски. И тут у меня встал вопрос, как бы, кто я такая, а кто такая моя мама. И я понимаю, что если я не знаю ее, значит, я не знаю себя. А если я не узнаю ее, я не узнаю себя. Я вообще... Случился как бы очень сильный такой кризис. И случилась психотерапия, и я начала смотреть на какие-то вещи по-другому, отделяться. Сепарироваться, да. Несмотря на то, что я как бы давно уже жила своей жизнью, отдельной, никак не связанной, но мама такой человек, от нее сложно сепарироваться. Помогло? Та терапия? Ну, временно. Временно помогло. Потом были еще походы к психотерапевту. Я думаю, что сейчас я на верном пути. Видишь, даже в другую страну уехала. Хотя мама всегда была против. Ты рассказывал в интервью, что ты после того, как у тебя Корней родился, который гражданин Америки в том числе, вот, и у вас заходил разговор о возможном отъезде, и она категорически сказала, что очень плохо к этому относится. Ну, конечно, мама патриотка своей страны. В том виде, в котором... Ну, в общем, у нас с мамой разные тоже понятия о патриотизме. А у тебя какое понятие? Я бы не отпустила мужа на войну. Не отдавала бы детей в Суворовское училище, в кадетское училище. Мне кажется, патриотизм в том, когда ты можешь быть в диалоге со своей страной, начиная с малого, там, да, района, там, соседства, вот это вот все. Когда твой голос может быть услышан, и ты знаешь, что у тебя он есть, твой голос гражданина, человека. Но так же, как и с нашей страной, так и в моей семье голоса нету. Лет до 18. В случае с семьей, а в случае со страной, как мы видим, голоса нету вообще. Это очень тяжело для тех, у кого голос есть. Но видимо, вот кто-то уезжает, кто-то смиряется, не знаю. Я не могу. То есть ты с 2 диктаторами жила долгое время? Я так правда маму называю диктатор. Но это правда так. Не умаляя всего того хорошего, что есть, в том числе мой характер, моя целеустремленность, мое чувство юмора, моя небесная красота,
Твоя возможность прорваться даже к Любецке. В том числе. И, в принципе, это все, безусловно, и мамины заслуги тоже. Но я понимаю, что, глядя на родителей своих, это скорее пример то, как не надо. Но это тоже пример. И я ему очень благодарна, что он есть. Потому что я на него смотрю и делаю. Просто по-другому. Ты рассказывала, но сбилась, что у тебя был момент, когда вы с мамой сблизились. Да, мы начали вдруг общаться очень хорошо. Это случилось после развода моего. Я вдруг увидела в маме вот этот вот диалог. Мы начали общаться. Так сложно объяснить, просто обычно у мамы это монолог. Так как бы есть только ее мнение и больше никаких других. Но тут что-то там я ей рассказывала, и она мне рассказывала, и что-то мы делились друг с другом. И было очень здорово. Мне очень это нравилось, потому что, в общем, хорошо, когда есть... Хорошо, когда хорошие отношения, в общем, у тебя с мамой. И мне это очень нравилось. А потом случилась война. И мы стали, по понятным причинам, общаться меньше. Но потом совсем все стало плохо. Иногда бывают просветы, но отношения, к сожалению, они испорчены. Потому что я предатель. Тебя так называли? Да, мама. А почему ты предатель? Потому что ты... Потому что я уехала. Когда я выходила там, не знаю, на Болотную, я дура и идиотка. У тебя есть главное театральное впечатление в жизни? Когда ты что-то увидела, например, как зритель, и просто охренел. Два таких впечатления, Да. которые вот самые яркие, потому что они самые первые, и они, мне кажется, останутся со мной навсегда. Первое — это спектакль в театре «Сатирикон» в 2009 году. Поставил Бутусов. Спектакль по Ионеско «Макбет». Я тогда просто офигела от того, какой может быть театр. А какой? Объясни мне, как не театралу. Там случилось все. Начиная от актерского состава, это золотой состав театра «Сатирикон», это Трибунцев, тогда еще Максим Аверин, Денис Суханов, Агриппина Стеклова. Ну, это невероятная сценография. Ты погружаешься в какой-то просто отлетевший мир, ты веришь досконально всему тому, что происходит, как это передается, как это... Райкин, конечно же, господи, конечно же, Райкин. Этот масштаб и все метафоры, и какие-то вот художественные задумки. Но при этом такое же по мощи впечатление — это спектакль Рыжакова в маленьком театре «Практика» на 100 мест, который называется «Рыдание», в котором играла одна артистка, играла 3 персонажей, ее зовут Света Иванова-Сергеева, тоже мой педагог из школы-студии МХАТ. И вот она 1,5 часа на сцене одна, но впечатлений, так же, как вот от Бутусова, столько же, только там один человек. И мне безумно нравится, что со мной, как со зрителем, можно произвести какое-то просто невероятное действие, когда вот такое маленькое что-то камерное, и когда вот «Сатирикон», вот этот, когда там моются прямо на сцене, там вода, и какой-то там какая-то гроза, и, значит, там какие-то ведьмы летают, и отсюда пошло, и отсюда поехало, и один человек. Очень круто. Как у тебя проявлялось? Ты просто обалдевшая была или у тебя какие-то другие эмоции были? Ну, во-первых... Слезы вдруг, не знаю. Я после Бутусова, это, значит, находится театр на станции Цветной бульвар, оттуда еще ехать было на троллейбусе. Я вот как... Сейчас Марина Роща там, по-моему, есть. Да, точно. Но тогда не было. Не было. Я ехала на троллейбусе, точно. Вот как я вышла со спектакля, вот я села на троллейбус, вот я начала плакать, вот доехала до Цветного бульвара, потом села на метро, доехала до Сходницкой, и вот пока шла до дома, вот я плакала. Настолько меня... я увидела, каким может быть театр со всех сторон. И, безусловно, впечатление об актерах, которые просто... Я думала, что они боги. Режиссер, который все это придумал.
как они говорили, что я видела, какие смыслы, ну, в принципе, как бы, просто все, просто вот все. Свет, звук, абсолютно все. И в то же время такой же накал внутри от спектакля с одним человеком. И, конечно же, когда я смотрела на Свету, я сидела и загадывала себе, чтобы вот бы однажды кто-то так же на меня смотрел, как я сейчас смотрю на Свету. Кто-то спросит, ну вот, а ты же могла оставаться в России. В России остается много актеров и актрис, которые не зигуют публично, которым не приходится там, ездить на оккупированные территории, которым не приходится высказываться публично за войну. Ну, как правило, это молодежь касается. И они продолжают сниматься. То есть единственное их условие — это молчать. Ну что, ты бы так не смогла разве, Варя? Спросит тебя кто-то. Это не мой вопрос. Я бы так не смогла. Я так пожила год, я начала сходить с ума, мне стало просто плохо, потому что это мой инструмент, во-первых, которым я играю и которым я общаюсь. В том числе это, как бы, это одно из сильных моих сторон, я не знаю, голос в плане актерском, голос, да, там подача, все. И просто, в принципе, у меня есть голос, и мне есть что сказать. И я не могу жить вне контекста. Когда рядом пролетают беспилотники, уходят куда-то призывники, новостная лента взрывается сообщениями о, не знаю, о вагнеровском нашествии. Разве это не контекст происходящего твоего на момент 23-го года в Москве? Меня так учили, и в театре в том числе. Очень важен контекст. Как ты можешь сейчас играть без контекста? Да, наверное, скажут мне кто-то тоже там из зрителей, что ну вот в сложные времена вот так и создавались великие там подпольные какие-нибудь там произведения, студии скреплялись, шел какой-то язык метафорический, еще что-то. Пожалуйста, если вы так можете, если так умеете, если у вас есть на это силы, пожалуйста, я так не могу. Я так год пожила. Выход был один, мне нужно уезжать. Если я хочу говорить, если вы заметили тоже, зрители, я не оголтелая активистка, я никакая не политическая фигура, я просто человек, у которого есть мнение, который считает, что в том, что если я его выскажу, в этом нет ничего плохого. Это мое мнение, которое я хочу высказывать. Для меня оно важно. И вот такое вот мое мнение бы очень быстро бы сейчас скрутили, мне кажется, где-то там, на подписании какого-нибудь договора съемочного. Мнение, что ты против войны? Да. Как ты обживаешься здесь? Мы снимали, как ты какого-то сентября ведешь Корнея в школу. Ты на тот момент вообще не говорила по-немецки. Да. Сейчас? The same. Я не говорю по-немецки, я знаю какие-то «здравствуйте, спасибо, пожалуйста, дайте, там, меня зовут, я оттуда-то». Я пока что не учу немецкий. У меня в голове точно пока не уложится новый язык, пока я кормлю грудью. Я не помню, что было вчера. То есть у меня просто, ну, как бы, все, что есть во мне полезное, все уходит в молоко, мне кажется. Поэтому у нас за это отвечает пока что Корней и Даня. А Даня учит? Даня учит, да. А Корней, смотри, он же тоже шел вообще не зная ничего. То есть вот он шел... Но Корней занимался онлайн. Корней ходил на занятия в группу. Корней ходил потом в садик сюда. То есть у Корнея была как бы подушка безопасности. На прошлой неделе он просто заговорил по-немецки. В эмиграции это называется по-разному. Переключение тумблера или гарантированное чудо. В какой-то момент они просто оп! И начинают говорить. Но у него понятно, что пока как бы словарный запас ну, не такой обширный, но это было сделано как бы случайно. Не случайно, а то есть... Естественно. Нет, это было естественно. Я не говорила: Корней, поговори со мной по-немецки. Но я, конечно же, иногда это говорю, потому что мне интересно. Он же ходит в школу, где все говорят на немецком. Учителя практически не говорят по-английски. Он по-английски может тоже что-то сказать.
И мне было интересно, а как он вообще живет, как это происходит. И мы иногда там, ну, Корней, ну поговори. И нет, он не говорил. А тут мы что-то куда-то шли с Лукой и с Корнеем к Дане в библиотеку. И он вдруг начал, типа, а когда мы придем к Дане по-немецки? А потом, когда мы домой пойдем, а что мы будем делать? И начинает рассказывать про школу. А я иду, и знаешь, что это вот чувство, когда хочется не спугнуть, а так сильно распирает от радости. И я так иду, как еще не бывало. Да, идем сейчас домой, потом это. А вот здесь что ты сказал, потому что не до конца понимаю немецкий язык. Было смешно однажды на одном мероприятии. Подошел маленький ребенок к Луке и что-то спрашивает. И мне кажется, что он спрашивает, как его зовут. Я говорю, Лука. А Корней говорит, мама, он говорит, сколько ему лет, типа. Кто-то посмотрит и скажет, да, радуйтесь, то, что не на русском говорит ребенок. Было бы чему радоваться. Некоторые посмотрят и еще чего другого подумают. А в целом вообще все равно. Ты говорила, что разговоры с друзьями из России, с коллегами, как правило, начинаются с вопроса, как дела и есть ли работа? Да, так и есть. Первое время, когда мы только переехали, это очень сильно раздражало, честно, потому что мы только месяц в Берлине. Ну, типа, про какую работу вы говорите? Как? Мне нужно понять, как переехать с одной квартиры на другую, как поймать этот термин. Здесь очень такая сложная ситуация с терминами. И если в том году нам еще повезло, сейчас намного сложнее получить ту визу, которую мы получили. И с терминами тоже там на полгода вперед, короче, очень сложно. Это я к тому, что мы приехали, и только сейчас, спустя год, вот ты был, вы были, у нас случился спектакль, плюс вообще-то я еще была беременна, у меня были другие как бы заботы, недоработы. А так, мне кажется, что главное, чтобы было как бы желание и силы. Можно кем угодно постараться устроиться. Я отправляла свои портфолио и всякие модельные агентства. Нам сейчас вот Корней, он подписан на одно агентство немецкое. Нам прислали кастинг, и там, прислали Корнею, но там еще есть перечень, что там нужен мужчина 30-35, женщина 25-35, младенец. И я такая, так. Это получается, мы все, получается, можем. Ну, то есть... Почему... Соискать. Да, почему бы нет, можно записать как бы кастинг и отправить. Может быть, получится. Слушай, ну когда про Корнея идет речь, у меня ощущение, что я с Яной Рудковской разговариваю. Я слишком много про него говорю? Немножечко. Нет, что я сразу вижу такую маму продюсера. Ну, видишь, я очень инициативная, я очень активная. Меня это, скажу честно, в какие-то моменты, это проблема. Я не могу отдохнуть, я не могу, сесть и посидеть спокойно, почитать книгу. Мне нужна какая-то активность. Я думаю, что это, отчасти какое-то, конечно, не заболевание, но какое-то нужно делать. Нужно же всегда что-то делать. А с Корнеем просто он еще такой активный ребенок, что с ним, правда, нужно и сходить и на тайский бокс, и на керамику сходить, и в футбол погонять, и потом еще раз в футбол погонять. А потом дома порисовать, а потом дома поиграть в эту игру, а потом дать ему в телефон поиграть, потому что, а как? Вот, и если этого всего не делать, что, я не знаю, мы сойдем с ума дома, в 4 стенах, это будет вот так вот. Ты никогда не думала, я не говорю, что так есть какие-то к этому предпосылки, я просто спрашиваю, как бы тебе самой не стать для сына, той мамой, кем была твоя мама? Да, это очень хороший вопрос, Юра. Я об этом, безусловно, думаю. Иногда я себя ловлю на ощущение, что я вылитая моя мама. То, как я однажды делала с Корнеем прописи. Это, да. Я с пониманием, да. Да. Ты понимаешь, я учусь. Я тоже учусь этому. Я понимаю, что хоть он разорвет эту бумажку.
отделившись от эмоций, от чувств, да хоть он ее порвет, хоть он ее измажет, хоть он напишет не ААС, я не что угодно, вообще насрать. Ну как бы, ну это вообще не важно, это не то, что сделает его счастливым, умным, каким угодно. Но моя вот эта вот менторша, которая говорит, что здесь вот такой вот пропуск корней, и я эту интонацию как ловлю, я понимаю, что так, стоп, вот сейчас, так и было, я сейчас не вру, я так сказала, говорю, Корней, так, стоп, извини, я ушла. Я говорю, я сейчас не могу, я сейчас так сильно завожусь, что мы из этого ничего хорошего не получим. Я сижу отдельно, ты делаешь сам, я тебя очень прошу, я просто сейчас, я не могу, будет все плохо. Все-таки я спрашиваю мнение Корнея по разным вопросам, которые, наверное, не стоит иногда и спрашивать. Там, что он выберет одеться. Он очень хорошо одевается сам. Нет, так а почему не спрашивать? Ну, потому что одень, надень то, что я тебе даю. Не, ну, блин. Не, ну, блин, ну, Юр, слушай, ну вот у кого-то так, у кого-то так. Мы достаточно открыто и откровенно с ним разговариваем, ну, лет с 4. Я не говорю с ним, Корнюсь, это вот потому что вот тут такое, а вот тут... Человек меня спрашивает, мама, а когда ты умрешь? А где я буду? Недавно шли, значит, на фортепиано, он занимается еще фортепиано, ему очень нравится. Я записала это кружочек, выложила в Инстаграм. Он сказал, что а если вот, типа, война не закончится никогда, что это такое? Мы начинали со смерти, он спросил, что будет после смерти, и мы с ним про все про это разговариваем. И да, вот он сказал, что вот, а если война не закончится никогда? И вот, ну, как бы возникают у человека такие вопросы. Я считаю, что я должна с ним разговаривать честно, говорить о своих чувствах, говорить, что мне тоже страшно, а не прятаться за отговорки, за то, что это не твое дело, за то, что ты еще маленький. Он действительно маленький, но если у человека возник вопрос, что я ему скажу? Ты еще маленький и узнаешь, когда вырастешь. Как будто бы это, ну, как бы я его какой-то интерес на этом как бы пресекаю. И больше он ко мне не подойдет. А вдруг это был какой-то, не знаю, очень важный вопрос. Я получала очень часто такие ответы, типа, словарь дали, есть. Почитай в интернете. Так, ну все, не морочь мне голову. Ну, не твое дело, что угодно. И я решила, что, значит, с Корнеем это свободно, чтобы он жил. Я стараюсь его как бы не ругать, ну, то есть объяснять. Не говорить там, ты, это плохо, а как бы разбирать какую-то там ситуацию, да. Я не рукоприкладствую ни в коем случае и не обзываюсь. Дебил, дурак, тупой, урод. Я не знаю, много можно услышать иногда от разъяренных мамочек. Вот. Слушай, а ты проматывала уже в своей голове, тоже довольно распространенный родительский страх, что ну, вот сейчас ему 7, Да, будет. а вот типа в 13 Да. его языком общения гораздо более предпочтительным будет немецкий. Ага. Как ты будешь на это реагировать? Ну, страх в том, что типа, вы не будете говорить... Не забывай свои корни, помни, Не, да? не про это, вот, есть вещи на порядок выше, поэтому не про это. Про то, что вы просто будете, вам комфортнее будет общаться на разных языках, вот в чем штука. Я пока об этом не думала, потому что не до конца понятно, насколько мы здесь. То есть есть какая-то временная рамка, как 3 года, потому что у нас ВНЖ на 3 года. А продать ли нам его дальше? Как бы, получится ли у нас здесь, как говорят, закрепиться? То есть ничего не понятно. Но идея того, что мы говорим с сыном на разных языках, мне скорее нравится с точки зрения, что он знает больше, чем один язык. То есть я смотрю на это все-таки с положительной стороны. И если для этого мне придется там подтягивать немецкий, либо ему подтягивать английский, либо, ну, короче, мне кажется, чем больше есть у тебя в голове возможностей общения, лучше. Война началась в твой день рождения.
Каково это, проснуться в 30-летие и узнать, что началась война? Я проснулась в 6 утра. У меня всегда рядом лежит телефон на беззвучном. Я пошла, значит, попить воды, а там стояли подарки от Дани. Там стояли туфли Манolo Блahnik. Там просто стояла табуретка, там были туфли, что-то еще. Какая-то прям, в общем, была такая горка подарков. То есть первое, конечно, что я испытала, это, ну, ура! А потом я, Офигеть, у тебя в этот день радость была. да, в 6 Ну, то есть утра. ты не с телефона начала? Нет, а нет, с нет, другого. нет. Я сначала увидела подарки. Да, я понял. Да. Ну, просто у большинства людей было не так, да. Да, у меня день рождения, да, начался с приятных эмоций. А потом уже как бы ложась, я вот так вот тыкаю посмотреть на время. Но я не помню, что это было, «Медуза» или ну, какой-то канал. Я разбудила Даню, и мы часа 2 сидели, читали, смотрели и не понимали. Я сейчас еще скажу, насколько я была просто вне контекста происходящего на тот момент. У меня был выпуск спектакля у Молочникова. Мы, те, кто знает вообще, как репетируют спектакли, день выпуска, вот неделя выпуска, это просто ты сидишь в театре с 10 до 11. То есть телефонов нет, ты, ну, в хорошем театре, телефонов нет, ты репетируешь, и вот эти вот как бы самые, видимо, горячие дни я просто пропустила, я не смотрела в телефон, то есть что-то там в Инстаграм зашла вечером, это все ушла. Не вчитывалась никуда, ни во что. Поэтому для меня это был просто шок, когда я все это увидела. Это было очень неожиданно, учитывая, что мы уже начали репетировать другой спектакль. Я начала репетировать в Гоголь-центре спектакль с Савой Савельевым «Берегите ваши лица». Просто я его не выпустила. Это была моя мечта — сыграть в театре Гоголь-центр. Ты всегда дружила с ребятами, но никогда не играла? Да. Мы начали репетировать, и более того, по-моему, даже у нас была репетиция 24 февраля, я могу ошибаться, но точно 25-26 были репетиции. Это был... Надо было что-то делать. А тогда тебе тоже молчать нужно было? Ты не могла ничего сделать? Да. Ты к тому моменту уже привыкла молчать, или вот тебе нужно было переступить через себя? Я к тому моменту привыкла, но я не могла не выложить «Нет войне». Мне казалось, это бесчеловечно. Ну, я никого не сужу. Я не могла так не сделать. И ты выложила? Да. Потом был смешной эпизод. Я выложила черный квадрат. Написала «Нет войне». Через несколько дней, через неделю или около того, мы уехали в Ереван. У нас отменились репетиции, все встало, вообще все встало. Мы уехали в Ереван, были там около месяца, что-то такое. И когда вернулись домой, у нас есть охранник. Он такой всегда был, нет, не охранник, а вот вахтер, который сидит, открывает дверь. Консьерж. Консьерж. Был всегда такой незаметный, как-то так он тихо здоровался, либо там вообще в глаза не смотрел. Такой был человек, молодой, ему, наверное, около 30. Тут мы приехали после Армении, нас не было месяц, и мы с ним здороваемся, мы с чемоданами, с Корнеем, говорим «Здравствуйте». В подъезде? Да, в подъезде. Он так сидит, смотрит телефон. Мы говорим «Здравствуйте». Он никак не реагирует. А мы с чемоданами едем наверх, там Данин папа нас привез, мы распрощались. И я прям чувствую, какая странная история, как неловко, как непонятно что-то, что это такое. Мы пошли, спустились вниз, там пришла там еще наша родственница, там ключи от машины, неважно, ля-ля. И мы такие типа «Здравствуйте». Я не понимаю, что случилось, в чем прикол. И я к нему прям туда, знаешь, вот в это вот. Я говорю «Здравствуйте! Алло, мы тут!» И он так «Здравствуйте, здравствуйте». И я говорю «Простите, а что случилось?» Он так, «Варвар, скажи, каково это быть в передаче «Бесогон ТВ»?» И я понимаю, что
все, что он делает на протяжении дня, он смотрит видео. Я думаю, что он видел что-то там у Михалкова, там было какое-то, там, по-моему, даже имя мое не упоминали, а просто фотографию со мной как бы. Типа они уехали, да, в числе под тех, музыку. кто был против, да, вторжения, все. Вот тоже там, я там тоже был. Ты там был, да, все мы там были, да. И я такая, а я только приехала, значит, из Еревана, но мне казалось, что я скажу, да, я против войны, я против того, чтобы человек убивал человека, нужно все решать, ну, как бы, это все. А там как бы вообще не до этого, там как бы, ну, как бы, у тебя не будет работы, у тебя через месяц не будет работы. И я так разозлилась, я говорю, давай поспорим с тобой, потому что я знала, что у меня будут съемки. Но в любом случае, да, потом работы у меня как бы в итоге нету, но я понимаю, что вот этот вот тип людей, которые там что-то охраняют, не знаю, сидят, вот которые вот постоянно в телефоне, вот они сейчас стали номер один. Они лучше всех знают, потому что у них есть вот эта вот штучка, в которой есть Бесогон ТВ, в которой есть все выпуски Киселева и всех остальных прекрасных людей. Вот они сейчас как бы на коне. А ты, кто считает, что смерть — это плохо, что убивать людей — это плохо, ты предатель. Ты можешь сесть за это. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. И спасибо Спасибо вам, огромное конечно. вам. Без вас этого бы не было. Слушай, ну он сейчас как сын рэпера, а не актриса скорее. I don't know what you about me. У нас отец рэпер. Ну как? Ох, ну вот отлегло. Вчера было очень тяжело, потому что мы встретились с Мишей всего лишь за 2 дня до этого. Нам нужно было сонастроиться, нам нужно было как-то друг друга снова увидеть, пощупать. И сегодня, не знаю, очень круто мы заплатили публике, потому что так было, ну, как-то, не знаю, по-семейному, и все так шли на контакт как-то, и мы как-то с Мишей так тоже сыгрались, в общем. Слушай, а он весь спектакль смотрел? И все спокойно было? Или твой муж уходил? Даня сказал, что они ездили за цветами, потом немножко поспали, потом проснулись, и все. Почему Спектакль закончился. Не-не-не. На самом деле, это, по-моему, уже не первый раз, когда мы куда-то ходим с Лукой. Мы ходили на Барби в кино, и он, во-первых, какую-то часть проспал, а потом проснулся и просто так втыкал в экран. Да, вот так вот втыкал. И практически его не было слышно. И у нас часто бывает, мы сидим где-то с друзьями, и там спустя час-полтора все такие, а где ребенок? А он просто так сидит, и он практически не издает звуков, просто сидит, смотрит по сторонам, так очень спокойно, с кулаком во рту так. И я сразу же, как бы, просто даже на примере вашего спектакля я понял, почему вот вы все династиями актеры живете. Потому что он же реально, он весь спектакль тут пробыл, а потом еще на бис вышел, на сцену посмотрел. То есть, конечно, момент привыкания, он происходит реально вот с первых дней. Да, у меня также было и с Корнеем, и вот сейчас Лука вышел первый раз на сцену. Корней вышел первый раз, когда ему было тоже 4 месяца. И мы только вернулись, и мы играли спектакль впервые на Олега Павловича Табакова. Он обычно ходит, смотрит экзамены в школе-студии, и к нам по какой-то неизвестной причине никак ни разу не дошел, пока мы были студентами, ни на один из экзаменов. А тут мы уже были Ты смотри, да, сидит какой. Юра Дудь. Мне кажется, я ему не очень нравлюсь. Сейчас послушаем. Он сказал, да. Пусть будет, да? Да, и в итоге я выходила также с таким маленьким Корнеем в центре Мирхольда. У меня есть даже видео, где Корней тоже такой прям пупсик, и я выхожу. И так же, как сейчас, мне это кажется каким-то очень прикольным жестом и важным для меня. Я правильно понимаю, что Сергей Гелев сейчас один из главных актеров мужчин в России? Да, я, кстати, недавно ему писала. Я говорю, Серега, ты хорош. Он говорит, где? Я говорю, везде.
Это я смотрела с ним... Кентавр. Его посмотрела, и потом в «Бизоне» он же тоже есть. Да, вот там я его тоже посмотрела, да. С какими чувствами ты сейчас смотришь фильмы, которые снимаются и выходят уже после того, как ты уехала? После того, как это уже не совсем твоя работа? Противоречивые чувства я испытываю. Я не могу сформулировать, что это такое. Потому что в меру моей любознательности я стараюсь смотреть все, что выходит, интересное, да. Я смотрю, и где-то, конечно, это успех и радость за какого-то или какую-то актера, актрису, а где-то полное мое непонимание, как же так, как же до сих пор камеры крутятся. Успех и радость. За каких-то людей, которые очень талантливые, и, наконец, они нашли себя в профессии. Не за результат. Я думаю, вдруг... Нет, и за результат тоже. Например, что тебя вызвало... Что ты считаешь успехом из вышедшего? Мне понравился «Фишер». Это сериал с Гилевым, Сашей Бортич. Да, и Яценко, и Ваней Янковским. Мне понравился сериал про волонтеров, тоже с Ваней Янковским. И вот я уже тебе говорила, я буду ждать выхода всех серий «Слова пацана» и посмотрю их залпом. Мне кажется, это что-то интересное тоже. Ты общаешься с кем-то из девчонок? Иногда мы переписываемся с Аленой. Крайне редко с Ирами. У Иры Носовой не пошла карьера после этого? Вот как-то так вышло. Я не знаю, если честно, я была очень сильно удивлена этому, потому что в какой-то момент было очень много нас с Аленой, нас везде звали, всякие обложки, и почему-то нет Иры. Я не понимала, почему. И не понимаю, потому что для меня, из нас всех, она просто супер. Она самая, то есть самая любимая сцена с ней, самая любимая там линия вообще там вот, героини это с ней, и взаимодействие самое любимое с ней. И я как бы задавалась вопросом, и меня спрашивали, а где Ира? А я не знаю. Ну и с Ирой, которая Горбачева, иногда тоже переписываемся. Ты удивилась, что она снова в России? Да. Пообсуждали с ней это? Нет. Ты не хочешь или боишься? И то, и другое, наверное. Я не хочу и боюсь, да. Боишься обидеть или боишься узнать что-то не то? Ты знаешь, я представляю, насколько ее все заебали. Я представляю, насколько ей тяжело. Я не хочу быть еще тем, как бы, кто ее начнет как бы расспрашивать и добивать. И я здесь выбираю жить просто как бы в параллельных реальностях. Возможно, было бы проще просто спросить и жить спокойно, но я боюсь, я не знаю. Это ее жизнь. Как ты видишь свое будущее? Сейчас захотела размечтаться, а потом опустила себя с ног на землю, потому что вспомнила, что я не думаю, там, на 2 недели вперед или на 3. Я думаю только на 2 недели, на 3 недели вперед максимум. До Нового года я могу сейчас тебе свое будущее рассказать. Но если все-таки дать себе такую возможность и помечтать, то, конечно, это я актриса мирового уровня. Мне так в это верится. Мне кажется, что я в эту сторону иду. И пока что все мои мечты и желания сбывались. Что для этого делаешь? Ты учишь английский? Сейчас, вот опять-таки, мы с тобой сегодня когда гуляли, я серьезно, у меня какой-то, у меня бывают, конечно, просветы, но в целом я сейчас в каком-то очень странном состоянии. Связано ли это там с тем, что у меня там сейчас грудной ребенок и много моих полезного серого моего вещества уходит к нему, но я пока что нахожусь в состоянии как бы невменоза.
Возможно, это иммиграция, возможно, это очень самостоятельная наша жизнь в плане профессии, потому что мы сами здесь делаем спектакли, сами организовываем вот это все. То есть я не просто там, приехала на такси, села, значит, на сцену, отчитала и ушла. Нет, я плачу налоги, этим плачу, здесь пишу. Слишком много всего происходит. И я не учу сейчас язык. Я просто не воткну эти новые знания в мою дырявую голову. Что я делаю для того, чтобы стать мировой звездой? Я живу в Берлине. Я интересуюсь тем, что происходит в мировых всяких повестках культурных. Я могу смотреть эти фильмы здесь, в кинотеатре. Я общаюсь с разными людьми, как-то связанными с киноиндустрией не российской, потому что к российской индустрии я себя уже, к сожалению, не могу отнести, потому что я я сейчас не работаю там. Я уже не знаю, что это и как там. Но я возлагаю надежды большие на моего сына. Я так шучу, но на самом деле у меня был такой план. Я где-то рассказывала тоже в каком-то интервью. Но раз уж ты спросил, я расскажу его еще раз. Корней вырастает и становится либо продюсером, либо режиссером. И снимает тебя в главной... И снимает меня в главной роли. Голливудским режиссером. Он, конечно, голливудским режиссером. Снимает этот фильм его папа, Женя Козлов, прекрасный оператор. В главной роли снимаюсь кто? Конечно же, я, прекрасная актриса Варвара Шмыкова. И номинируюсь на main role. И со статуэточкой получаю Оскар и говорю всем спасибо. Очень по-путински, когда вся семья вовлечена. Слушай, я хотя бы про нее рассказываю, Юр. Я хотя бы не скрываю, чё кого. Тут случилось перерыв на кормление. И не мое. Я была этим кормлением. Малыша. Слушай, в эти щеки ушли весь английский. Пожалуйста, вот они, понимаете? Ну куда? Лукось, порке? Why? Мы это не снимали, но это можно пересказать, что Варя покормила, и он так кайфанул, когда ты закончил. Ему очень понравилось. Ты спросил, понравилось, и он издал звук, похожий на «да». Очень похожий на «да». Вы завтра уезжаете на съемки? Да. Кино? Да. И берете с собой? Конечно. А как же? Да. Летим вместе. Я говорю, у меня уже схема, это проторенная дорожка. У меня с Корнеем было так же. Мы «Нелюбовь», когда снималась, в вагончике в трейлере был Женек, папа Корнея, маленький Корней, и мы ехали, значит, на какую-то там ночную смену. Сейчас вот едем в Ригу вот с новым малышом вместе. Просто такой, бродячий театр получается. Ты аж поперхнулся. Такой... Ну да, слушай, Правда вырезалась. Да нет, да тяжело выходило. Как по-другому? То есть, понимаешь, тут такая ситуация, что я очень люблю свою профессию. И я очень люблю детей, своего мужа. И всю жизнь, мне кажется, я стремлюсь к тому, чтобы уметь совмещать вот это вот работа и дом. Для меня это правда важно. Потому что меня стращали и пугали, и нравоучали, что вот, либо ты хорошая актриса, либо ты хорошая мама. И я такая, нет, я хочу и так хочу, чтобы было. И вот делаю все возможное. И Не даст спать? Нет? А вот сейчас посмотрим, давай. А можно я вообще возьму его? Давай. Нет, если ты... Нет. Конечно. Привет. Блин, какой прикольный. На меня сядешь, я один вопрос задам. Можно же? Нет? Да, конечно. Слушай, он вообще, он очень Не-не-не, коммуникабельный. вдруг у вас, блин, обалдеть. У меня просто маленьких родственников тоже давно не было с момента, как мой гангстер подрос. Вот. Слушай, я правильно понимаю, что у вас же прям семья с Даней, это вот равноправие и феминизм, как он есть, да? Пока ты работаешь, он просто спокойно ходит с ребенком и никаких вопросов. Ну, у нас, да, равноправие и феминизм, и мы стараемся делать так, чтобы как бы и я что-то успевала, и Даня что-то успевала. Уходит Даня играть там ночные сеты куда-то, мы дома.
Там Даня уходит учить немецкий, я дома. Ну, то есть мы, да, стараемся, чтобы было пополам, поровну. На что вы живете? Кто главный добытчик сейчас? Главный добытчик, наверное, это наш нажитый капитал, это главный добытчик. Подушка. Да, наша подушка безопасности. У вас большая была? Ну, это все, наверное, относительно, но мне кажется, хорошая, нормальная. А вы ничего не покупали в России, вы копили? Да, у нас нету никакой собственности, ни квартир, ни машин, ничего. А Да. вы считали, насколько этой подушки хватит? Я помню, что я пыталась, значит, аренду рассчитать. Типа вот сейчас я как-то это сделала год назад, по-моему. Хватило на года 2-3, по-моему. Ага, Что-то только такое. аренда? По-моему, только аренда, да. Ни ты, ни Даня сейчас не работаете? Или Даня работает? И я, и Даня, у нас есть кое-какая реклама, как у блогеров. У Дани здесь было пару сетов. Даня диджей. Да, Даня диджей, да. У нас здесь был спектакль. И вот у меня были съемки. Пока это все. Вот это заработано, но меньше того, что вы тратите каждый месяц? Или вы отбивались? Отбиваемся, да. Ну а из подушки вы много высовываете? Тоже не могу сказать, что прям очень много. То есть мы, на самом деле, достаточно как бы скромно, что и жили, что и сейчас живем. То есть из того на что мы обычно тратимся, это, ну, типа, поездки какие-то, ну, путешествия. Это самое дорогое, это перелеты, это все. А так, ну да, и еда, наверное, ну, накормить всех. Ну, еще мы любим всякие вещи красивые. Ну, вот, ну, может быть, еще вещи, да, какие-то покупаем. ВНЖ у вас виза артиста. Фриланс-виза. Я как заявитель. Ну, ты можешь работать по ней здесь. Я могу работать только актрисой. Даня может работать с кем угодно. Ты представляла себе ситуацию, что деньги заканчиваются? Честно? Да. Нет. Не представляла. Я, знаешь, склонна верить, что вот что представляешь, то и будет. Но на самом деле я думала про какие-то условно там сложные там периоды, если будут. Но я не гнушаюсь никакой работой, Даня тоже. И я думаю, что всегда будет какая-то, в общем, не будет того, что прям вот мы с нулем вот сядем и будем сидеть. Такого не может быть, мне кажется. Никакой работы, что ты имеешь в виду? Ты готова работать не актрисой, не в кино? Да. Главное только понять, как это сделать здесь, учитывая, что я могу быть только актрисой, ну, легально. Либо это будут какие-то, ну, либо я придумаю что-то легальное, не знаю. А представим, что у тебя следующий ВНЖ будет с возможностью работать кем хочешь. Да. И деньги закончились. И у тебя возникает выбор. Пойти заниматься обычной работой руками, продавцом, консультантом, поваром, бариста, кем угодно еще. Или вернуться в Россию, сниматься в кино, но покаяться. Что ты выберешь? Работать руками. Ты уверена? Ну, на данный отрезок времени, на сегодняшний день я так отвечу. Каяться за что? Перед кем? Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Я не знаю. В ближайшие года 2 точно не вернусь. Ты представляешь себе ситуацию, что ты не вернешься в Россию никогда? Представляю. Как ты ее представляешь? Я очень люблю Москву. Я считаю, что это лучший город на Земле. Я вот уже говорила, может быть, это просто не в моем характере, но я крайне редко почему-то скучаю. Даже если бы у нас сейчас были хорошие отношения в семье, я не могу сказать, что я бы скучала. У меня осталась куча классных друзей в Москве,
которых я помню, за которыми я слежу, но я не скучаю. И так было, мне кажется, всегда, сколько я себя помню, в каком-то уже сознательном возрасте. Вот именно это чувство скука. Нет, не скука, а скучание, да? Скучание, да. У меня самое сильное скучание, возможно, это очень эгоистично, но это правда. Очень сильное скучание у меня по театру, по моей профессии. По себе на сцене. По себе на сцене, по себе в искусстве. Любите ли вы театр так, как люблю его я? Это правда. Я не могу ничего с этим сделать. В какой-то момент, там, в первых отношениях у нас с Женей, это было там одно и то же, там, из проблем, потому что я очень люблю свою работу, я очень люблю театр, я фанатка, дайте мне просто роли, играть любые. Я это очень люблю. Трудоголик, очень ответственный. Я недавно научилась себя хвалить, поэтому я сейчас не одергиваюсь, когда говорю про себя, но это правда. Мне кажется, я профессионал, и эта профессия очень мне подходит еще к тому же. Это не просто, мне кажется, я не самопровозглашенная какая-то актриса. Мне кажется, у меня все очень полюбовно. И вот поэтому я скучаю. По каким-то людям я могу с ними общаться. Город и его удобство. Человек перестраивается. Я перестроилась на Берлин, на его где-то удобство, где-то неудобство. Ну, ты знаешь, я сейчас, может быть, так очень литературно выражусь, но это правда то, что я думаю, то, что я чувствую. Мне всегда по жизни очень везет. Даже когда самые там тяжелые времена, тяжелые какие-то трудности встречаются на моем пути, я всегда себя как-то представляю героиней фильма своего, жизненного. Даже если мне придется навсегда расстаться с Москвой, и я никогда больше не увижу Россию, я в это не верю. Скорее всего, это неправда. Но даже если это будет так, ну, значит, вот такая вот яркая у меня была частичка жизни в России. Это круто. И буду я про нее как-то так вспоминать. Но мне кажется, что я там еще окажусь. Ты написал пост на год вне России и закончил его так. Но главное — сохранить в себе человека. Вот я и сохранила в прямом и переносном смысле. На что тебе в комментариях ответили: то есть мы не люди, кто остался. Счастье вам, сбежавшим, сохранившим человечность. Это вот первая ошибка людей, которые так пишут. Видишь, они принимают все на себя. Я же ни про кого ничего не сказала. Я не смогу там существовать. И я пишу про себя. Для меня сохранить человека в себе, в прямом и переносном смысле, имею в виду вообще-то мою беременность, это говорить, это жить свободно, это жить там, где, да, меня не посадят. Я выбираю такой путь. Ну, давай уточним. Ты не считаешь тех, кто остался? Я не считаю тех, кто остался там, ни предателями, ни лохами, ни придурками, ни уродами, ни мерзавцами. У каждого своя жизнь. Я буду заниматься своей жизнью, своими детьми и своим любимым человеком. И никто и никакой мне как бы комментатор, сколько угодно можете комментировать. Мне кажется, люди, которые так пишут, они себя таковыми считают. Это не я так сказал, это ты так сказал. Там могло это прозвучать так, как, еще раз, при всей... Я понимаю. Там было что недопонять, потому что это могло прозвучать так, как будто те, кто остались, они шансы сохранить в себе человека теряют. Поэтому его возмущение, его комментарий, он в целом не на пустом месте. Не на пустом месте, но и все-таки это был пост только про меня. Я писала только про себя. Потому что я... Это мой Инстаграм, пишу про себя. Как ты думаешь, есть ли шанс, что ты восстановишь отношения с мамой?
Представляла ли ты себе такую ситуацию? Я скажу честно, нет, я не представляла ситуацию. Я не представляла ее, потому что здесь я пытаюсь быть очень, ну, в общем, подходить рационально ко всему, с трезвым умом и не питаться какими-то иллюзиями. Есть просто сухие факты, да, наша жизнь моя от 0 до 31, которая говорит об обратном. И мои попытки настроить какой-то диалог, к сожалению, как бы они тщетные оказываются. Того качества диалога, который я хотела бы иметь с мамой, я не думаю, что когда-то у нас будет в ближайшее время. Но я бы этого очень хотела. Но для этого нужно не только мое желание, но ее тоже. И финальное. В чем сила? Ну, конечно, Юра, сила в любви. Но сегодня хочется, знаешь, что сказать? Что сила в прощении. В прощении не только когда ты прощаешь, а когда ты еще просишь прощения. В этом сила. Ты часто просишь прощения? Сейчас стала уметь это делать. А в отношениях с мамой ты это делала? В отношениях с мамой я говорю, что я люблю ее. И пишу ей, что я знаю, что ты меня тоже любишь, мама. Даже сейчас? Да. Она прислала мне песню. У нас очень интересные семейные взаимоотношения. В какой-то период времени папа был женат на Этери Бериашвили. Певица. Это очень крутая грузинская певица. Она была в какой-то момент как бы моей мачехой. И она в самый нужный момент оказалась рядом. И то, что я не могла обсуждать ни с мамой, ни с папой, я обсуждала с Этери. Профессию, мальчиков, заработок, жизнь, вообще все. Я ее очень люблю. И несмотря на то, что это жена папы, у нас хорошие отношения у мамы с Этери. И она была на концерте, и Этери пела песню с дочкой, со своей. Текст песни, что я люблю тебя, моя доченька. И мама прислала эту песню мне. Я написала, я тоже люблю тебя, мама. Но она ничего не ответила. Но я так прочитала эту песню, что она мне... Ну, она же именно эту прислала песню. Вот. Ну, возможно, вы друг другу ответили уже. Наверное.